За то, что мы все собрались с вами на узбекской земле. 30 лет прошло. Нет больше Советского Союза. Узбекистан теперь отдельная страна. Свердловск стал Екатеринбургом, а мы опять в Азии, как в первый раз. В Ташкенте теперь небоскребы. Скоростную железку через полстраны построили. Но горы все те же. И мы опять едем. Столько гор на свете, столько пещер, а нам подавай Азию. И душа болит, и сердце тоскует, если не удается приехать. Если приходится пропустить хотя бы 1 год. И это взаимно. Азия нас тоже ждет. Так, длина 2,13. It's just here. Oh, yeah, just there. Yes, all here maximum. Снято. Минус 49,9. 2,70. Distance 1.8. Compass 59.3. Angle 0.9. Завтра должен быть автобус, потом нас должны зарегистрировать в Байсуне. У нас здесь лежат 25 мешков, мы раскладываем все продукты в 25 кучек. Потом, когда все продукты кончатся, мы будем паковать их в мешки. Куда остатки складываем? Как же нам без бачка? Главное, не ешьте с упаковкой. Наш друг Садык, он в этом году у нас стал председателем Махалы. И председатель Махлы — это как по-нашему глава администрации. СГС начала работать в Азии в конце 70-х. Отношения с местными жителями всегда были довольно доброжелательные, но особенно доверительные отношения стали после того, как наши ребята в 1987 году достали из пещеры Бой-Булок останки Закирова Мустафы Куль. Этот любознательный человек хотел узнать, откуда из пещеры вытекает вода, как она туда попадает. И, разбивший фонарь, он упал в колодец 30-метровый и разбился. Останки его вынесли в 1987 году. Мы передали эти останки его родным. Родные, близкие не знали, что с ним случилось. Без помощи местных жителей мы не могли бы организовать экспедиции. Они помогают нам всем. Особенно, конечно, в забросках. Это помощь ишаков. Садык, сколько ишаков-то? Сколько, скажи ты, позволим все. Мы завтра посмотрим, сколько у нас груза тогда. Видите, как она четко ложится? В плоскость вся. Вот. I expect to continue the exploration of this car system that is one of the most important car system on the world. А теперь, когда я вот так покажу, это гигантский
гигантская вообще пещера, и поразительно, что она вся попала в одну плоскость. Она гигантская вообще. Как она по напластованию развивается, наверное? Она развивается и по напластованию, вот так, и по падению. Вот, видишь? After expedition, the system are being more important and more long and for us, for Italian speleologists, it's very important to continue the friendship in the collaboration with the friends Russian and this year English, American. For us, it's very important this project. Ну, Байсун сначала открыли как бы в кабинете. Это был Александр Бигбаев. Он накопал литературу по Байсунскому району. Он работал в Институте геологии. И в 80-м году экспедиция под руководством Александра Филипповича Рыжкова была открыта пещера, местные называли ее Зиндан, а мы назвали ее Уральская. Тогда много экспедиций разъезжалось по Азии из Екатеринбурга, ну, из Свердловска тогдашнего, в поисках там, ну, своего района, потому что на Кавказе работали все, хотелось чего-то такого серьезного и своего. Сегодня вечером будем уже под стеной и вполне такими живыми. Мне причем довелось участвовать в соединении первых двух пещер на этом массиве, Козлиной и Ледопадной. То есть первые две пещеры, которые мы соединили, это была Козлиная и Ледопадная, но не в левой части. Там справа у нас Улугбек, тоже уже система, тоже уже несколько входов в нее. Тут центральная система Дарксар, уже в нее 5 входов, 6. И намечается еще Оренбургский ход и Р-19. Ну, то есть 8 входов это уже безусловно система. И фестивальная, самая первая система, 3 входа. Надеюсь, что и берлога, и юбилейная тоже в эту систему вольются. В плане они уже пересекаются. Вот так. Üçte. It's my second time this year. I've been here last year and I remember on the walk up I was feeling terrible. But this year it's much better. Well, I hope we'll find some new cave, hopefully make it deeper. I also hope to get lots of good pictures. I mean, we've got Robbie Schoen, he'll take excellent pictures, I think. Тут же вроде как бы все рядом, 2 метра, а потом вон ребята говорят, тут 5 километров, тут 10 километров, тут день идти, тут 2 идти, так масштаб ощущаешь. Стена, когда ее первый раз видишь, она как-то не очень впечатляет. Вот. Впечатление приходит где-то на 2-3 день, когда из лагеря под седлом, из которого она видна, ты начинаешь к ней идти. Вот. И то, что казалось маленькими там полуметровыми камушками, превращается в 3-этажные дома. Вот тогда ты понимаешь, что перед тобой грандиозный объект, по сравнению с которым Великая Китайская стена, это, в общем, ну, такая детская игрушка. Не, ну, конечно, То есть сейчас, может быть, это все забылось. А, в общем-то, конечно, район замечательный, район чрезвычайно красивый. История началась с Улучурской, а потом, значит, в 1981 году, когда была найдена и начала исследоваться пещера Уральская, в общем, стало понятно, что перспективы там большие, и по несколько экспедиций в год у нас ежегодно ездило. В 1984 году ребята нашли берлогу, юбилейную и сифонную, да, 3 пещеры.
Значит, а в 1985 году, когда была собрана большая команда со всего практически Урала, если не ошибаюсь, там человек 55 или 56 было, была найдена пещера фестивальная, подарок, козлиная, да, или допадная, да, еще. Самое интересное и перспективное оказалось фестивальная из этих всех пещер, потому что козлиная или допадная — это тоже части пещеры фестивальной, практически, эта система. Но тогда мы не знали, в общем-то, с энтузиазмом лезли во все дырки, до которых могли добраться в то время. Было понятно, что это единая система, которая скрыта эрозией, скрыта вот этой вот стеной. Это образовывалось вполне классическим способом, то есть как обычно, карстовые воронки, поноры, а потом просто какие-то процессы или тектоники, или эрозии, то есть часть массива была обрезана, вот, процессами тектоническими или процессами уветривания разрушилась, в общем. Вот. И в этой стене оказались скрытые входы. Я тебя понял? Я тебе малыша понял? Отлично. Это будет душ, вот там будет ванна для стирки белья. Это будет слив для ванны. То есть все как дома. Набрал полную ванну воды, лег, отдохнул. И можно слить, открыв вот эту крышечку. Короче, все для комфорта. Клево. Жень, забери на перекус на 4. На целый день. Здесь хорошее место начинать навеску. Я бы отсюда начал прием. Вот смотри. Пещера, если ты стоишь и смотришь на меня, пещера находится относительно тебя правее метров, наверное, на 20. Прием. Да, это нормально. Тогда отсюда начинаем прием. Да, понял, давай. Да, мы работаем, камней будет сыпаться много. Смотрите, чтобы не накрыло камнями. Камни будут огромные. Я вон тут смотрю, на полочке полуганы лежат. Мы их свалим. Кидаем, мы в засаде. Прием. Пошла птичка. В лагере тоже было слышно. Давай, запускай. Дошел, все живы. Наверху красиво. Там, кто с нами был? Американец, он прям в шоке был. Все обходил через каждые 10 метров, фотографировал. It was a big day, for sure. It was good to be with Misha. He's a good teammate, and he did an amazing job coming down on the ropes. Он прям первый все время лез? Ну, почти. Я 2 легких участка пролез, а самый сложный он лез. We had a little miscommunication when we started up the climb. Я делал вид, что его не понимаю, а он делал вид, что меня не понимает. And I thought we were just like taking a look, and it turned into like go, go, go. Я ему говорю, вот 30 метров, вот вершина. Он говорит, это не вершина. Я говорю, я тебе клянусь, это вершина. We got to a point where I felt like we were committed, and we had to like make it happen to get up the climb. And we were kind of debating. I was thinking we should maybe go back, and Misha was like, no, we gotta go, go, go. Зуб, говорю, дает вершину. Он такой, это не вершина, я там типа больше сотни бигболов залез, типа, поверь мне. Я говорю, да я здесь уже не первый раз, вон Женя снизу тоже говорит вершина. Он такой, нихера, типа, мне нужен мой жакет. So I was going up in like this crack like this, like wedged in with like no protection. But it was lucky, it was just enough to make it happen. We didn't have to sleep out with no sleeping bag. То есть Марк вообще крутой чувак.
he's like me. He's very strong-willed. And I said, I really think this isn't going to work out. We need to go down. And he's like, no, we're going up. We just went back and forth, but he never lost his cool. And it turned out that he was right and that we could do it. And we did. Здесь такого еще ни разу не было. Nobody here make rope for one day. It's impossible to go up and then down. Yes. Yeah. Talk to this guy right here. He's a slave driver. Мишка тоже выйдет с нами, и он туда пойдет в R20, да? Или как? Да. Мы взяли прибор, мы сегодня оснащены, у нас там карта, навигация, космоснимки, все наложено. Но я думаю, как-то нам это поможет, посмотрим. Через сколько дней вас ждать? Ну, как кончится бензин, спирт и наше терпение. Ну, 4 дня. Вау! Знаете, такая история, вот мне все рассказывают. Поднимаешься на гору, весь такой устал, потом, а там бабушка, горячий чай, пирожки. Неужели меня обманули? А вообще, на самом деле, если по-честному, здесь самые такие чистые человеческие отношения, какие встречаются в жизни. По крайней мере, в моей. И в первую очередь я сюда за этим. Hold this, please. В 1984 году Свердловская спелеосекция решила завершить исследования в этом районе, на Бойсентау, поскольку пещера Уральская закончилась непроходимым сифоном. И послали небольшой отряд спелеологов, в основном начинающих, не имеющих такого большого опыта, во главе с Виктором Диановым на Бойсентау, на гору Тюркмен-Чепты, для того, чтобы проверить, есть ли там еще пещера помимо Уральской. Но выяснилось, что там пещер нет. И небольшая группа, я и Сергей Матрёнин, отправились в свободный поиск по кишлакам. Где у вас тут пещера? Они нам показывают, да вот они, вот в стенах там священный грот, там вообще, говорит, много пещер. Это местные нам сказали прямо в машине. А тут Журамо, этот самый пастух, рядышком просто сидел, он вот и говорит, да у меня тут от кишлака совсем рядышком, я знаю пещеру хорошую, я прямо вас приведу туда. Местные показали нам небольшие пещерки, малозначимые. Когда мы поднялись к стене, шли мы в сторону священного грота, мы обнаружили пещеру с сифоном, сейчас она называется сифонная, и поняли, что в принципе в стене могут быть такие же большие пещеры, как и наверху на плато. Ну, вернувшись в Свердловск, мы, значит, рассказали остальным спелеологам про это дело. Вишневский нам не поверил. Да как не поверил? Уже на следующий год, в 1985 году, была организована большая уральская экспедиция. Спелеологи принимали и Кизела, и Березняков, и пермяки были. У нас первые впечатления были от заброски, когда нас 5 студентов отправили с экспедиционным грузом на поезде с пересадкой в Ташкенте. И мы везли примерно 1,5 тонны впятером. И в Ташкенте наш поезд сначала долго задерживался, а потом его стоянку сократили с 40 до 15 минут и подали не на ту платформу, на которой он должен был стоять. По окончании посадки
Весь поезд знал, что мы спелеологи и везем груз на экспедицию. Вот, а проводники, собственно говоря, помогали нам его носить в наше купе. Вот, это было, да, это был практически подвиг. Пещера сифонная, в ней большой интересный сифон, в котором никто еще никогда не нырял. Вот первым собирается нырнуть в этот сифон Дмитрий Хатыкин, а потом постараюсь я повторить. Сейчас вылезу. Ну, в принципе, сечение более-менее равномерное, но каменная, вода не мутится. Плавать было отлично, видимость хорошая. Потом, немного выполаживается, начинается на дне глина, песочек, чуть-чуть мутится, и появились кости. Я сначала не понял, что это кости и кости, наверное, какая-то берлога. А потом, когда смотрю, уже на катушечке ходовик кончается, в одной из щелей сбоку лежит череп, клыками на меня сверкает. Решил друзьям показать. Хищник, там, я не знаю, кошачий или медведь, кто это был, я не знаю. Череп крупный, с полпальца на клыки. Ходовик 45 метров размотался. Да, весь. А дальше начал просвечивать, чуть продвинулся, не стал мотать ходовик. Там такой же ход. Чуть пошире, но высотой той же. И также глина. Sono contento di essere venuto ad All-Star perché è un'esperienza molto forte. Le persone sono molto simpatiche e gentili. E adesso entriamo, starò dentro per 4 giorni. Spero che vada tutto bene e speriamo di trovare una continuazione per andare molto più avanti di quella che è la lunghezza della grotta. Вот в 1985 году на Байсун была отправлена огромная экспедиция. Народу было очень много, а район был неизвестен, поэтому решили разбить команду на несколько групп. И вся молодежь была отправлена на стену во главе с Матрёниным. Мне бригаду молодежи дали. Таня Бушмич с Сережей Шульгой тоже меня спрашивают, а вот куда мы побежим, ты тут покушали? Я говорю, да вот туда вот там пещеры, типа, мы туда побежим, да, вот там пещеры, это самое. Ну, побежим. И на следующий день они прибегают, там пещера такая, там вообще это самое. Мы там зашли, там вообще глыбы, там куча эмоций. Ну все, понятно. Назвали ее уже фестивальной, все нормально. Конец 80-х и начало 90-х годов на Байсунтау это было время серьезных открытий и свершений. Мы поняли, что пещера этого района – это многомерный лабиринт, очень сложный. И чтобы попасть куда-то глубже, нам зачастую приходилось сначала подниматься вверх, уходить в сторону. Именно таким образом и были сделаны значительные открытия. К началу 90-х годов в фестивальной пещере была достигнута глубина 625 метров, а в пещере Бойблок глубина 1415 метров. В 1989 году была организована первая международная экспедиция. В 1990 году подключились английские спелеологи, ими была исследована пещера Dark Star. А в 1991 году итальянцами была исследована пещера Улугбек. И вот эти традиции работы с зарубежными спелеологами продолжаются и сейчас. Мы работаем с клубом Лавента. После азиатских экспедиций мы думаем, что нас уже ничем не удивить. Но попав туда на следующий год,
мы снова бываем поражены. Вчера мы выпали случайно на оранжевую реку с Мишей и вышли вот в эту совершенно удивительную по цвету галерею. Она ближе даже к бордовой, какой-то бордовой, с таким бархатистым отливом. Там такое невероятное сочетание цветов, форм, каких-то фактур, поверхностей, кристаллов. Ледники гигантские. Натеки таких форм, что вот фантазии даже на это не хватает. Например, в виде осенних листьев. Или пещерный жемчуг, но самых невероятных цветов, оранжевого, какого-то бордового цвета. Вот в этом году, например, мы попали в грот, стены которого перламутровые, натурально перламутровые. Маленькие сталагмитики, а на самом краю мелкие-мелкие кристаллы гипса выросли. И похоже, что и сами все вот эти вот образования покрыты тоже мелкими кристаллами гипса, которые дают нам вот такой шелковистый блеск бархатный. Я считаю, что азиатские пещеры – самые красивые пещеры в мире. Это будут пробы воды из различных частей пещеры, из луж, из озера, со сталактитов, вода, которая капает быстро, которая капает медленно. То есть мы отбираем пробы воды, считаем количество капель в минуту, делаем все это в нескольких повторностях. Датчик меряет скорость падения капель. Он рассчитан на 2 года. Через 2 года батарейки закончатся, его придется снимать. Каждый раз, когда на эту точку в середине капает капля, загорается желтая лампочка. И каждые 10 секунд мигает зеленая лампочка, показывая, что датчик работает. Изучение климата. Как он меняется, как менялся климат в целом, как он сейчас в пещере изменяется. Здесь, видишь, поверхность озера была, четко прослеживается граница. Вот. А мы возьмем на анализ вот эти кристаллы, ну, не будем ничего ломать, естественно, мы найдем то, что на полу, вот, сделаем рентгеноструктурный анализ, определим состав, микроэлементный состав этих образований, и возможно, что мы сможем сказать о том, какие здесь были растворы. Is it heavy, no? No, it's a bag. Okay, Matt, ready? Yep. It's good lighting what you got there. Yep. Yep. О, отлично. Come back, look now. Wow. So what I will do is when everybody is in position and you are all ready, I will shout 3, 2, 1, fire! And you go. Right. Don't look at the ball. Where is So they will not go. Okay, Ola. 3, 2, 1, fire!
камень, который в гроте, зима-лето вот этот, на перегибе. Это как бы получается нулевой пикет. Да. Эта точка, у нее известны точные координаты, сейчас я рассчитал. Вот 3408, да? Точные координаты рассчитал, значит. Также привязали в ходе там старый Darkstar, красный карлик. А высоту не удалось определить красного карлика? Высоту тоже можно определить, но я пока не рассчитывал. Значит, у нас что получилось? Получилось, что вот здесь вот как раз было намечено самое перспективное место. Эта точка была самая интересная. Там очень хитрая система ходов. Там, чтобы не заблудиться, сразу делать какую-то систему реперов, я не знаю, отражателей, привязку, да, потому что какие-то кольцовки, все там соединяется, меандры, завалы, да, меандры многоуровневые. Будем продолжать сегодня там работать. Женька, а ты веревку отложил, где это 160 метров-то? Она в мешке же, вон, стоит. Ага. Там лежат все остальное, и уши, 160, и 260, еще сотка нужна. И карабины. Еще сотка нужна. Еще сотка? Да, но у нас сотка пропала, поэтому надо еще сотка. Как сотка пропала? Ну, так получилось. Ситуация к 98 году была, скажем, мягко, очень трудно. Стало гораздо меньше людей, которые, в общем, хотели заниматься подобными вещами, спелеологией, там, альпинизмом, туризмом. То есть было модно заниматься бизнесом, да. Вот. И, во-вторых, денег ни у кого не было. В общем, была такая нищета, я бы сказал. И к 98 году понятно, что там поколение, которое занималось исследованием азиатских пещер, Бэйсунтао, оно уже практически отошло от дел, занялось практически в полном составе бизнесом. Вот. И, собственно, под угрозой была сама передача информации, да, передача навыков работы, передача результатов исследования, понимания региона. Да. То есть к тому времени, из активных людей, которые занимались, остались мы с Женей Цурихиным. Вот. И, собственно говоря, была задача создать некую критическую массу людей, которые бы понимали, что это за район, как туда ехать, как там жить, познакомились с местным населением, получили представление, в принципе, о карстовой системе. В противном случае это бы все просто закончилось, возможно, тогда и закончилось, да, сразу же после дефолта. Вот. И все это пришлось бы исследовать практически заново. Вот. Слава богу, мы успели. А где следы динозавров? Там, где Улугбек находится. Не очень большой динозавр. Мы прошли по наложению плана на поверхность, дошли до конца, где кончается сейчас пещера, и увидели, что никаких особых подрезающих каньонов нет. Пещера четко идет по одному из каньонов в сторону озера, и вероятность продолжения существует. Будем работать внизу. Сифон нормальный, хороший, нырябельный. Я в него залез, сколько мог. Что-то по манжете потек. Просто у Димы, наверное, руки чуть побольше. Вот. Поэтому далеко не полез. Нырять надо. Сифон минус 800. Очень неприятный, очень сложный, тяжелые подходы, быстро мутится, видимости никакой. Я туда 3 раза заныривал, все ощупывал только руками, выходил обратно по ходовому концу, нигде пройти не смог, везде все забито глиной. Он плавал, я его видел практически все время. Вот свет был виден, даже когда он ушел. А там под потолком-то щель. Я даже как шел, так и идет. Свод опускается до поверхности воды, до зеркала воды. Вот еще видно.
Да, видно. Я под него ухожу, подо мной еще 3 метра такого же меандра. Ну, по бокам офигенская такая здоровая натечка, прямо сталактиты, которые вот косно прямо свисают. Я 10 метров прямо и поворот налево, еще 10 метров. Там сужение, потолок чуть-чуть сходится, и потом натечка, вот это меандр сводит к нулю, и маленькое очко заросшее, непроходимое. Старый грот, который постепенно затек и съехался. Сюда, в Азию, конечно, хотелось всегда. С самого начала, как только я пришел в спелеоклуб. Потому что все эти фотографии, рассказы, книги об Азии. Было понятно, что Азия — это часть нашей истории, и наш клуб, в общем-то, без Азии, он был бы немножко другой, не как сегодня. И когда в 2007 году Александр Сергеевич Вишневский предложил продолжить работы в Байбулоке, конечно, мы с большой радостью согласились. И была организована небольшая разведывательная экспедиция, где мы поняли, что нас в Азии ждут, что работы здесь много. Уже в 2010 году, имея определенные навыки, опыт работы в Азии, имея поддержку всего нашего клуба, мы организовали очередную экспедицию на Хаджу сюда. Это была первая экспедиция после 1998 года. И в 2011 году состоялась уже первая сильная международная экспедиция с участием представителей Лавенты. Работы параллельно велись 2 лагерями фестивальной. Также были начаты работы в пещере Dark Star. О пещере было известно, что она остановилась. Дальше шли ходы необследованные. И в 2011 году был совершен прорыв в этой пещере. Был открыт грот Полнолуния красивый, с большими галереями, уходящими из него вглубь. Были открыты новые входы на стене. Это дало толчок для дальнейшего исследования пещер на стене. В следующем году были продолжены работы фестивальной, были продолжены работы в Dark Star, и была организована такая отдельная группа штурмовая для работы в пещере Улугбек. По всем 3 направлениям удалось добиться значительных результатов, но самые яркие результаты получились все-таки в Dark Star. Пещера с 300 метров ушла на 625, с большими перспективами, большими колодцами, гротами, галереями. Шикарная пещера валит. Там есть тоже такие очень хорошие ответвления вниз, вправо. И она все валит. В 2 местах приходит водичка сверху. В сторону стенки ходов пока не было, сколько бежал. Бежал минут 7-10 прям, вообще бежал. Сейчас я заброшу веревочку, ты ее сбросишь? Да. Я на всякий случай позаботился, я взял репик тебе. Супер. Штурмовой специальный, на нем, если что, можно тоже лазить. Готов? Да. Принял? Мне кажется, ты знал. Чего я знал? Про это место я знал. Честно тебе скажу. Поднимай. Понял? Ну что там, как наши? Ну сейчас расскажу. Короче говоря, Женек сделал первое прохождение в абсолютно новую галерею. А туда валит бежал, он туда минут 10, там как бы валит вообще. Все. По карте, если смотреть по повороте, идет от поворота, знаешь, куда мы хотели. Вот. Мы вчера ее приметили, сегодня Женьку говорю, ладно, говорю, Женек, не ходи, мы сами, говорю, без тебя откроем новую часть. Быстренько здесь, короче, заскочил за 5 минут туда. Сейчас нам пару спитов забьет, мы подходим там, посмотрим.
Dark Star вызывает базу, Dark Star вызывает базу, прием. Значит, сегодня между ПБЛом Готика и Кастрюлей открыта новая галерея «Белый медведь». Как понял, прием. Я счастлив, пещера валит. Спасибо людям, которые показывают, как надо работать. А то приезжает много сильных парней. Сильных, но глупых, которые работают непонятно куда и непонятно, что делают. Так что, Вадик, спасибо тебе огромное. Чудесно, все валит, все круто. Ну ладно, куда мы без вас? Видишь, какой ты молодец. Спасибо. 5 минут и все, и новая часть компьютера. Для простых людей, таких как мы. Для простых смертных вперед. Good. I'm happy. Серьезный замес делаешь. Но я хотел водички добавить. Тарелочки, конечно, тут для маленьких девочек. Большим мальчикам приходится есть по 2 порции. Отличная ночь, я сегодня наконец-то выспался. Мы сегодня решили не ужинать с Пеппой и легли спать. Все было замечательно. Нам снились красивые лошадки. Я думаю, что это хороший знак. Надо идти быстрее кушать, идти работать в пещеру. We discovered 200 meters of new galleries and we make topography. And now I want my чечевица and my sleeping bag. В общем, Израиль в забытом колодце раскопал новый ход, который планировали раскопать в том году. Но в конце он заткнулся сифоном без проточной воды. Вот. Потом они поднялись чуть выше, убрали пару камней и спустились там пару колодчиков метров по 7-8 и выпали в зал. Вот зал получается 10, наверное, на 20 и высотой метров, наверное, 6. И зал тупиковый, уходит завал. Потом Сакулин нашел какую-то дырку наверху этого зала, залез в нее и спустился метров на 30 ниже еще этого зала. И обошли, получается, зал поверху и ушли на метров 20-30 ниже зала. И тоже все забилось. Мы пробыли на дне 5 дней. За последние 5 дней нам удалось прокопать несколько новых ходов общей длиной 350 метров. Попутно отсняли эти ходы. Возможно, углубились на 2-3 десятка метров. Мы узнаем это, когда поставим точки на компьютер. Жалко, что мало побыли. Хотим еще. Значит, система белого медведя закончилась лабиринтом ходов. Первоначально шла по очень хорошему азимуту вдоль стены, но потом ее подсек мощный меандр, который в конце концов выпал в самую левую часть системы, Оранжевую реку. То есть надо уходить еще левее на ход. Нам здесь нужны боковые ходы тоже снимать или только не? Мы там все точно посмотрели, и Миша там пролазил. Там нет боковых ходов. Вот здесь вот есть, но здесь вот такой опасный грот, то сюда надо сначала проходчиков пускать, вот в этом месте. Потому что мы здесь все посмотрели, здесь ничего нет.
а здесь вот ход идет. Ну, мы вчера тоже все посмотрели на Оранжевой реке, а вы выпали на нас сверху, на Оранжевую реку. И все уходят всегда вниз. Нет, здесь еще есть узел, в котором сходится много-много-много галерей, который очень интересный на самом деле. Поэтому вполне может быть вот продолжение вот этого хода логическое, оно должно быть. То есть у него хорошее направление. Да, и скорее всего идет он в параллельную параллельно стене, он скорее всего идет. Мы можем попасть, в параллельную систему, другую новую систему. Что и требовалось доказать. Да. Вот как мы ушли, через 13 часов мы пришли. Мы шли непрерывно. Все только началось. А где? Ну мы нам такое чувство было, что мы сейчас доползем и в палатке просто упадем и все. Короче, там новый байбулок. Вот оставались вот такие дырки просто маленькие. Только в них услышали шум воды. Леха опять в распоре метров 15 поднялся и выпал вообще в новую систему совершенно. Ну как-то так. Вот самое пацанское кружка. Сифон, вот так, если посмотреть, он широкий и не глубокий. И зеркало воды видно уходит дальше туда под щель, то есть отражение воды видно. И я думаю, что этот вопрос мы оставим на будущее, на следующий год. Постепенно. Нормально пожелали. Были исследованы все перспективные ходы на дне. Сифон обойти не удалось, но открыли новые части пещеры. Оренбургский ход привел к выходу на стену и стал самой верхней точкой системы. Амплитуда пещеры перешла за 900 метров. В этом году работали у водопада, который планировали еще зайти в том году. В этом году Сакулинову очень быстро взошел с Лехой Серегиным. Повалила новая часть с абсолютно многими большими ходами, которая похожа на байбулок. Очень хорошо, пещера продолжается. Говорят, что там очень большое продолжение, перспективное. И эта часть пещеры у нас запланирована на исследование в следующем году. Уже много лет все экспедиции по исследованию пещер этого района заканчиваются в доме у Садыка. Это дастархан, арбузы, орехи, лепешки, мясо, запеченное в тандыре, плов, зеленый чай и разговоры. Мы дорожим этой дружбой и гордимся, что мы там не чужие люди. Еще одна экспедиция позади. Месяц тяжелой работы, счастья, усталости, побед и поражений. Мы снова выложились по полной, и снова Азия нас не разочаровала. Новые галереи, новые чудеса подземного мира, и мы опять не дошли до дна. И до следующей экспедиции можно мечтать, думать и работать дальше, потому что самое интересное еще впереди. Все только начинается.
Надо мною тишина, небо полное огня. Свет проходит сквозь меня, я свободен вновь. Свет проходит сквозь меня, я свободен вновь. Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост. Шепот звезд мы сожгли последний мост. И все без дну сорвалось, свободным стали. И все без дну сорвалось, свободным стали. Я свободен. Но мне кажется, сейчас легче стало. Может, это транспорт есть? Евгений, пару слов. Вы мамонт или лось? Ну, лось, просто лось. Спасибо. Don't move! Don't move!